Так, раз. Ага. Киюшки. Сосу кирпич. Привет, Итрок. В общем, это стало даже поводом для того, чтобы завести стрим. Наткнулся я на такую игру и даже купил его. Стоит она $1.20. Игра, как мне показалось, довольно-таки любопытная. В общем, давайте я вам покажу, что это такое. Чем примечательно сие чудо? Ну, довольно-таки увлекательно это все выглядело, поэтому я решил это прям показать на стриме. Вот. Боишься? Написано. Так, пожалуйста, подпиши. Видимо, какое-то соглашение. Так, тут надо ввести наше имя. Окей. Погнали. Играем в 3 раунда. Я против дилера. Это, в общем, русская рулетка, но с дробовиком. Он зарядил в рандомном порядке дроби. И, собственно, сейчас непонятно, что тут заряжено. Боевой или холостой. И, в общем, должны таким образом отстреливать. То есть это по очереди он, потом я, либо я, потом он. Ну, прикольно. Давайте, погнали. Блин, даже не знаю. Но я думаю, он зарядил холост... Ну, а вдруг боевой? Да, попробуем выстрелить. В любом случае 50/50 будет потом. О, хорош. Отлично. Лицо теперь кривое. Окей. Погнали. Они входят в комнату. Чё? Ладно.
Ну, я думаю, высока вероятность, что там боевая. Не может быть, чтобы холостой сейчас был. Найс. Ты легчайший. Класс. Ну что ж, первый раунд был супер легкий. Теперь давай сделаем это более интересно. Берем 2 предмета каждый. Чем больше... Окей. Так. Наручники. Пивас. Окей. Все просто. Так. Дилер пропускает следующий ход. Давай это применим против него. Угу. Ну тут я выигрыше по-любому. Ага. Нормально. Легкий раунд. Легкий. Так, еще 2 предмета. Оу, найс. Че это? Так. Нож какой-то. Типа в эту русскую рулетку бог играл. Что это было? Так. А что там было? Сколько боевых и сколько холостых? Я успел забыть. Я не заметил. Я что-то от договора этого, в котором был бог, что-то прифигел. Ты видел? Я не понял. Так, ладно. Жесть у него много предметов. Увеличительное стекло. Сигарета. Так, ну давай-ка Убер класса. You rack the shotgun and surround on last shell. Давай. Бля, там был боевой. Пиздец. Тогда сейчас получается холостой, да? Очевидно. Так, давай тогда попробуем. Так. Уф. Уф. Так. Сейчас, наверное. Я там точно помню, было 2 холостых, но сколько боевых я не помню. Или 3 холостых и 2 боевых. Ну, в любом случае, давай попробуем так. О, двойной урон. О, прикол. Ну, давай. До свидания. Блять, в смысле? Прикольно. Прикольно. Ну. Есть. Ну, пока идем хорошо. Так, пивас. Пивас. О, 3 боевых, 2 холостых. Давай. Бля, был боевой. Холостой. Значит, там один холостой остался. Высока вероятность, что боевой, значит, стреляем. Отлично.
Жесть, он злой. И чего делает сигарета? А, нихуя! Да ну. О, пиздец! О, пиздец! Очень интересно. А, он типа увидел, что там есть. И теперь... Да ладно. Охуеть. Это жестко. Так. И он еще раз выстрелит, да? Говнюк. О, 50 на 50. Ну, в любом случае, давай так. Ё-моё, может быть холостой, конечно, но давай рискнем. Рискнем. Найс! Отлично. Сразу обнулил его. Отлично. О, спасибо за Подписка подписку на YouTube. оформлена. Ирина Богачева, спасибо большое. Last round. Final showdown. Никаких больше дефибрилляторов. Ничего себе. А-а-а. 4 предмета каждый. О! О, очень надо. О, как хорошо, повезло, повезло. Так, давай проверим. Что? Подожди, это что? Блин, вот из-за цветовой стилистики я не понял, это был синий или красный? Ну, вроде синий. Да, все правильно. Ёб твою мать. Ну все, давай. Блядь! Как же тебе повезло, просто. 50 на 50. Ну, у меня есть 2 сигареты, в принципе, нормально. О, ну тебе пиздец. Даркоу, спасибо большое за фоллоу. Пойдет, пойдет. Четко, хорошо. Так, давай зырим что-то. Бля, холостой. Ну ладно, это, в принципе, это неплохо. Привет, я с Ютуба, рад, что кто-то играет под игру. Меня прям прет ее с оформления. Да, она офигенная. И как я увидел, сразу такой, ёб твою мать, это надо застримить. Блин, там что было? 50 на 50 или 60 на 40, так сказать? Там больше боевых же патронов было, да, по-моему? Тогда, наверное, ну... Давай рискнем, попробуем. На, сука, отлично. Хорошо. Самое, что прикольно еще вот в этой игре, то что... Твою мать. То, что здесь это...
Оформление. Точнее, музыка хорошая. Твою мать. Фулл хп. Блин, третий раунд самый такой жесткий. Блин, как же ему везет с этими увеличительными стеклами, просто жесть. Ну все, он сейчас мне 2 хп снесет. Ну что ж там... Ах ты, сука, блин, нет! А он такой придурок! В смысле? Все же холсты были выстрелены, по-моему. Или я ошибаюсь? Погоди, там сколько холстов было, я не помню. Блин, я не считал. О, найс, отлично. Один остался, походу. Да, это был последний холостой. 50 на 50 получается было. Так. О, это победа. О, это победа. О, это победа. 60 на 40, окей. Так, ну первым делом давай. Надевай. Вторым делом зырим. Оу, оно. Ты готов? Чему? А, все, он дефибриллятор выключился. Как ты думаешь, что сейчас? Да я думаю, холостой, наверное, давай попробуем. Да, холостой, отлично. Там остался один холостой. Ну все, ему пизда. Первого раза. Ни единой смерти. И что это? Оу, бабки. Прикольно. Ой, мы поехали. Даже дробовик нам дали в подарок. Поздравляем, ну. Да. 14 выстрелов. Дурский К2. Сигарет Смоку 2. Литр 320. Выпили нормально. И все. Игра просто вышла. Ну и прикольно, прикольно. Вообще, знаете, что я думаю по этой игре? Блин, данная концепция геймплея просто нереально крутая на самом деле. Представьте вот эту вот игру в мультиплеере. Да, к сожалению, оказывается. Я думал, она будет быстрее, ну, как-то дольше. Но вообще, геймплейный потенциал у этой игры, по идее, просто не ебейший большой. Просто представьте, как вы играете это с другим игроком. И так, чтобы текстовый чат был, или voice чат, плюс какие-то эмоции, чтобы были. Не, я это играть буду сейчас долго.
Ну, будем как-то разбирать там прочее. Ну и потом еще другие игры поиграем. Тут тоже думал над мультиплеером. Было бы прям вкусно, я бы в ней жил. Да, это было бы очень весело. А, таблетки появились, их, по-моему, раньше не было. И скорее всего, да, типа какой прикол у этой игры, там еще было написано Doors Kicker 2. Возможно, она была бы как Крагалик или что-то в этом роде. То есть ты идешь по этажам вверх куда-то. И там, соответственно, какую-то цель бы поставили такую. Типа из разряда нужно накопить определенное количество денег для того, чтобы, ну там, не знаю, что-то сделать. Скажем, выкупить свой дом, там, погасить кредит, там, или оплатить медицинские услуги, чтобы там, например, не знаю, кто-то из родных остался в живых, что-то такое. Короче, мотивация какая-то нужна еще по теме денег. Было прикольно вообще вот это вот все. Если уж одиночный режим какой-то такой, то нужна такая тема. Легкий сюжет нужен, да, прям. Типа, почему, типа, главный герой пошел на такую жесткую штуку, как вот играть в русскую рулетку с каким-то, сука, демоном. Это, ну, прям, типа, крайняя мера какая-то. Ну, вначале все просто, как будто. Ну и побольше разных, типа, демонов, чтобы было. И чтобы они тралили всяко раз. Ну, бля. Ну, сейчас я думаю, что там все-таки не боевое. Попробуем. Ух! Повезло, повезло. А тебе, я думаю, не повезло. Блять! Да ну нахер. Аккуратно сейчас, говорит. Не, без предметов реально сложно. Без предметов сложно. Не, ну как бы 50 на 40, да? У нас вероятности пошли. Отлично. 50 на 50. Окей. Бля, он меня грохнул. Оу. Ты счастливчик. Вставай, Нолан. Ночь еще молода. Окей, жесть. Ха. Было бы круто, если бы главный герой понял цену жизни и разочаровался в деньгах. Это клише навсегда подкатывает. Ну тоже, да, как вариант, было бы прикольно. Я вернулся, мразь. С возвращением. Так, ну я думаю, сейчас... Тогда было 2 холостых подряд. Я думаю, сейчас будет порядок как холостой, боевой, холостой. Ну тут рандом, конечно. Но молния 2 раза подряд в одно место... Как бы... Может и бьет, но с низкой вероятностью. С очень низкой вероятностью. Поэтому... Давай. Хорошо. Окей. Надо описание ПК поменять. Да, надо было.
Ну все, пиздате. Ага, да, я догадался. Отлично. Ну все, дальше как-то поувереннее пойдет. Ты этого демона рисуешь параллельно? А, ну вообще есть у меня Discord. Там пикчи можешь скидывать. Там ребята делают всякие разные творческие работы. Ну и телеграм-канал тоже есть. Но в телеграме обычно я скидываю какие-нибудь штуки из разряда игровые новости, прикольные видео, мемы. Ну и анонсы стримах и видосах каких-нибудь. Вот. Так, вероятность 60/40, значит. Отлично. Блин, игра, конечно, увлекательная. Угу. О, класс. Опа. Опа. Блин, холостой или боевой? Чё-то как-то... Ну, считай, если я сейчас ошибусь, то мне сносят 2 хп по-любому. Блин. Ладно, попробуем. Блять, пиздец. Какой пиздец. Да. Жестковато. Сигарету, пожалуйста. О, спасибо. Как заказывал. Так. Ну, 50/50, хорошо. А, у него тоже есть сигарета. Так, ну первым делом. Если что, курение вредит вашему здоровью. Так же, как и высокое содержание свинца в вашем организме. Сейчас я это продемонстрирую. Блять, или на мне продемонстрируют уже. Черт. Окей. Ща он на мне так оторвется, пиздец. Фига ты оторва, блин. О, да ладно. Так, 3 боевых, 2 холостых. Хорошо. Блин, у него очень много наручников. Это пугает.
О! Отлично. Зачем? Он мудак, что ли? Там вроде холостых-то не осталось. Или был? Подожди. Не, по-моему, как раз таки один холостой остался. Погоди-ка. Вот, получается, это вот... Да, я выставил боевым. Тогда, получается, там... Че, подожди. Раз. Тут холостой остался, да? Он же 2 раза себе снес лицо, по-моему. Блин, я не понимаю, подожди. Там боевой и холостой, да? Это же капец, надо как следить за игрой внимательно. Мы выстроили 2 боевых всего, да? Ёб твою мать, как и так-то? Я вроде как сижу, играю, но также и вообще вот забываю такие вот важные вещи. Ладно, ну, блин. По-моему, холостой должен остаться. Сука, тебе пиздец. Так. Ага. О, да ладно. Все. 3 боевых, 3 холостых. Всё. Максимум, да, понял. Ну давайте сразу так. Бля. Блин, тут чайный пакетик был все это время. Лол? Он просто Курт Кобейнулся. Нормально. Окей. Меня просто интересует, может что-то как-то меняется там по последующим играм. Прикольные ножницы. 4 предмета. Ага, хорошо. Ну что, 50-50? Сделаем. Да, 50-50. Все. Блин. Нормально. Хорошо. О, набор настоящего джентльмена. 4 холостых, 3 боевых. 4 холостых, 3 боевых. 4 холостых, 3 боевых. Подожди.
4 холостых, 3 боевых. Ладно. Оу. А ну. Класс. Все, боевых там очень мало. Соответственно. Да. И, наверное... Блин. Ну, ошибся, бывает, что, ну... Сука, у него сигарет много, я... Блин, что-то я... Боевой. А, все, там холостые остались тут. Да, чё он? Пускай тратить все эти предметы. Но плохо то, что он сейчас себе хп восполнит максимум. Да. В смысле? Там раз боевой остался? Да ну нахуй. Капец, он меня напрягает, конечно. Да нет, там нету боевых вообще. Капец, он прикалывается, конечно. О, отлично. Угу. 3 боевых, 2 холостых. Расклад хороший. Так. О, тебе хана, братишка. Так, теперь стоит открыть банку. Я думаю, сейчас будет холостой. Хотя, с другой стороны, возможно, и подряд, конечно, но... Блин. Один боевой остался. Стоит потратить, нет? Не, ну холостой, наверное, холостой. Блин! Ты за что? 3 раза подряд, 3 боевых подряд шли, нифига себе. Сука. Сука. Так. О. Прикольно. 4 боевых, 2 холостых. О, ну тут мы уже, да. Тут мы его должны прикончить. Обязательно.
Боевой. Сейчас будет боевой. Ты готов? Да ну нахер. Черт. А, смотри. Он так-то умно делает. Он мог бы просто все боевые вытащить. А, там, сука. Хотя, не, погоди, у него дефибриллятора же не будет. То есть, а если у него сигареты выйдут сейчас, то получается же он сможет, наверное, себе ХП восполнить. Трон Тумулт, привет. Лупа видит, какой патрон, а наручники почему... пилит ствол. Распиливание ствола увеличивает урон. Двойной урон будет. Сразу 2 ХП снимет. А наручники пропуск хода для противника. Вот так вот. 3 холостых, 4 боевых. Окей. У него сигареты появились, кстати. Не, ну в любом случае. Конечно. Одевай браслеты. И уж наверняка я тебя прикончу, мразь. Твою мать. Чё-то жестко. Но в принципе есть шанс еще. То есть, погоди. 3 боевых, 3 холостых осталось. Значит, продолжаем просто. А хотя, погоди, давай. Блять, а там боевой был, сука. Тогда сейчас высока вероятность, что там холостой. Но в то же время... О, есть. Отлично. Отлично. Победа. Бабусик. Интересно, как много денег дадут на сей раз. Ну а так, да. Хотелось бы побольше подобных игр. 6 сигарет выкурено, почти литра пива и 4 двери. А давайте позырим, что будет, если мы проиграем в конце. Попробуем просто все время с тебя все скидывать. Это вот только один человек делал эту игру, Майк Клубника. А, нифига себе. Код, арт и саундтреки Майк Клубника. Вдохновлено работами Дэниела Маллинса. Офигеть, а кто такой Дэниел Маллинс? Дэниел Маллинс. Это игра. Все понял. Вот. Inscription. Да-да-да. Блин, я в Inscription-то не играл. Но видел, конечно, как это все выглядело. Ну да. Сходство на лицо. Но я даже о нем как-то не вспоминал, когда играл в эту игру, в том плане, что, ну, игра-то уже сама по себе особенная. Так. Blood Splatter FX Pack by Mia Rosado.
смотри-ка, он просто все здесь вот тебе закинул, чтобы ты мог просто сделать такую же игру буквально. Он реально вот звуки, вот это вот все и так далее. Прикольно. Классно. Бери и просто этого гугли и делай такую же игру. И сюжета добавляй в натуре. Не, по-моему, туалет не меняется. Так, тут что-нибудь еще нажимается? Не, ну начало такое прикольное. Прям динамику задает. Так. Пенис. Ну, первый раунд самый напряжный, я считаю. В дальнейшем уже как-то, благодаря предметам, как-то попроще идет все. Так, ну давайте-ка... Чтоб ты ошибся. Блин, прикольно. Окей. Ну тут я сразу. Блин, да ладно. Какой же он неудачник в этом трае, просто жесть. Пенис победил. Не, пенису везет, конечно. Мне так не везло, но пенису везет. Стоит ли начать думать, что у меня удачливый пенис? Так, 2 предмета. О, сигаретки. О, сигаретки. Нормально. Ну, это, конечно... Ну, в любом случае, мне 2 сигареты, так что давайте. Блять. Ну все, он мне сейчас носит 2 хп. Что-то да. Так, окей. О, лупа. Угу. Ну, вероятность 50 на 50, так что все не так уж и плохо. Угу. Пытался рисовать фотки впервые, по-моему, я тебя исказил. Ты меня нарисовал? Ничего себе. А тебя лично можно куда-нибудь кинуть? Ну, в телегу, да? В телегу можно. Так. Чтоб не афишировать прям. Не, ну если хочешь, я могу показать. Класс.
Раз. Там только набросок пока. Понял. Говнюк. Ну стреляй давай. Блин, я забыл, что там. 2 боевых выстрелили. Значит, холостые? Да? А. С этим можно работать. Ну что? Готовь свое лицо. Найс. Группу нашел. О, отлично. О, повезло. Отлично. Я динозавры. А как я на ТФТГ, чтобы прямо сейчас волос скинуть? А там просто... Сейчас. Вот так вот. А, окей. Угу. Ну, в принципе, почему бы и сразу? С полной уверенностью просто беру. Нормально. Так. Ну, отлично, то, что я хотел. О, 4 боевых, 4 холостых. Так. Ну, давай... Холостой. Ага. Давай еще. Боевой. Блин.
Боевой. Вроде скинул куда надо. Хорошо, сейчас гляну. Держи, братишка. Хорошо. Так, получается там... Так, боевым выстрелили. Холостой вышел. И боевой вышел. Окей. Там 2 боевых, 3 холостых осталось. 2 холостых, 2 боевых. 1 боевой. Блин, он себе хп полностью восстановил. Мудак. Так. Нормально. Не, прикольный рисунок. Спасибо за рисунок. А что было, я не понял. Блин, я отвлекся. Ну он в принципе себя выстрелил. Хорошо. Так, тогда... Подсчет какой? Подсчет какой? Черт, я не знаю. Ну, вроде же все холостые вышли. Блин! Все, холостых там нет. Ну так это последний был. Ё-моё. Я не считал. Давай. Можно будет его потом опубликовать в этом Дискорде. Там есть творческие работы, вкладка. Так, 3 боевых, 2 холостых. 3 боевых, 2 холостых. Запомнили. Боевой, блин. Да боевой опять? В смысле? И получается 50 на 50 осталось, да? Ну давай тогда. Рискнем. Твою мать! Ну да. Жестко. В принципе, сигаретки есть нормально. О, вот это серьезный раунд сейчас будет. Это будет сейчас интересно. Да нет, стреляем. Три боевых, 2 холостых. 3 боевых, 2 холостых. Да, сука. У него так много сигарет, кажется, было, и я что-то не обратил внимания. Да.
Повезло. Так нету там. Зачем он это сделал? Там же не осталось холостых. Это же было типа очевидно. Отлично. Ай, ну это, блин, надо было... Ай, надо было пиво выпить, чтобы там последний остался. Черт, чтобы... Твою мать. Да. О! О, ну очень хорошо. 5 боевых. 5. Так, ну все. Надевай браслетики. И погнали. Ага, все. Что насчет работы сказали? Сказали, что еще рассматривают другие кандидатуры. И жду ответа, все. Отлично. Угу. Готов. Ну что ж, легкая. А, я же хотел проиграть. Блядь, зачем я выиграл? Я же хотел проиграть. Увлекся. Мы же хотели посмотреть на проигрыш, что я что-то это. Ну ладно. На следующее. Посмотрим, что там будет. Лучший проигрыш. Поздравляем, Денис. А, если ты меняешь имя, то у тебя статистика тоже меняется. Понял. Понял. Если в начальных этих проиграть, то, скорее всего, меня так и будут поднимать в туалете дефибриллятором. Так что надо идти до 3-го раунда и там помереть. Ну, игра, конечно, жалко, что такая. В том плане, что мало контента. А так, ёлопало. Хорошая. Все-таки хорошая. Холостой. Фальсификатор Хогвартса скачать. А, он вышел? Нет, кстати, еще. Концовка смерти выглядит атмосферно. Надо оценить.
Так. Да ну. Не, ну он, конечно, рисковый. Любит это делать прям. Второй раунд. Быстро дошли, кстати. Два предмета. Так, ну давайте тут сразу ему снесем 2 хп. Да, ну это и супер легкая. Супер легкая. Тут ошибиться просто невозможно. Разве что я могу ошибиться на данный момент чисто по урону. Он сейчас просто не получит урона. Не, получил. Хорошо. Ну, это обязательно появляется. Блин, что-то мне кажется, что боевой сейчас вылетит. Не, холостой, отлично. Ну и просто стреляю по нему. И увеличительное стекло просто вставляю на потом. Сейчас он обязательно меня скует. А, там все, холостые остались. Хе-хе-хе. И в третий раунд заходим. И тут главное не побеждать. Мы просто еще ни разу не проиграли вообще, если честно. Ну, как-то предметы очень сильно помогают, конечно. Но также и интересы добавляют. Проиграть как будто бы сложно. Если нормально считать, сколько патронов и какие остались. Если все время анализировать, что по игре и так далее, то да, довольно-таки легко. Ну окей. Конечно же, прямо так. А зачем? Не, искусственный интеллект, конечно, печально. Зачем это делать, не понимаю. Впустую потратил наручник, впустую потратил лупу, впустую потратил пиво вообще.
50-50. А я даже так делаю. Твою мать, конечно же, не везет. Он прям побеждать не хочет. Как будто бы он что-то прям старается в обратную. Не туда воюет он, короче. Ну, нормально. Всё. Дефибриллятор сейчас мне вырубит. Ты готов. Капец, везучий. А если я сигареты выкурю? ХП появится? А, нет. Понял. И тебя с наступающим, Михаил. О. Привет. Да, всех с наступающим. Те, кто смотрит. Ой, блин, это прям чистилище, да? Жесть. Да. Чистилище. Ты мертв. Атласель, спасибо за фоллоу, большое спасибо за поддержку. Что за игра? Игра называется Buckshot. Блин. Как она называется? Успел забыть. Buckshot Roulette. Прикольная игра. От одного разработчика, ну, который там много всяких разных штук взял. В плане музыки, там прочее. Ну, короче, концепция игры интересная в геймплейном плане. Это русская рулетка с дробовиками, где главным призом являются деньги. Играешь 3 раунда против какого-то демона. I better not see you again? Серьезно? Сразу 3-й раунд? Прикольно. HD ремастер, ну он хороший, он хороший. Ну, короче, в принципе, это понятно. Уже как бы всю игру поиграли. Я даже больше положенного, можно сказать, отыграл в этой игре. Контента еле хватает на час в этой игре, к сожалению, в его нынешнем состоянии. Конечно, поэтому разработчик как-то не вытащил его в Steam или еще куда. Игра продается где-то там на каком-то сайте инди-игрушек, что-то в этом роде. К сожалению, как-то, да, мало всего. Хотелось бы больше. Чтоб прям все как положено.
А, зачем я это сделал? Ну ладно. Resident Evil HD Remaster и Resident Evil Zero чем отличаются? Да по сути только названиями, наверное. В том плане, что... Не, хотя в принципе Resident Evil HD Remaster, который вот в первой части, там как-то... Управление, наверное, чуть-чуть стали, ну, сделали чуть удобным. Но во всем остальном так-то... Там отличие еще в том, что в Resident Evil Zero у тебя предметы валяться могут на земле то тут, то там. А в первом HD ремастере там, получается, ты вещи можешь скидывать только в ящик. А в Zero ты можешь просто их везде и всюду, там, где угодно насрать ими. Ты просто возвращаешься в это место и забираешь этот предмет с пола. А в HD ремастере такого возможности нету. Ну и потом, там, типа, вот эта вот тема с тем, что один персонаж что-то может, второй что-то не может, у второго такой-то предмет, типа, есть крюк-кошка, там, например, а у второго там его нету. Соответственно, один может попасть в некоторые места, а второй там не может. Или один может двигать ящики, этот вот мужик, а девчонка не может. Если вот говорить о геймплейных каких-то отличиях, то они такие. А так во всем остальном, в плане типа картинки и тому прочее, то они оба просто сделаны такими красивыми. Хорошая анимация там, детализация зомбарей прикольная, в особенности в Zero, она там прикольная реально. Мне нравится. Мне Zero понравился визуально очень. Но в плане этого геймплея она мне показалась намного душнее, чем HD ремастер. Твою мать. Ну, у меня сигаретка, по-моему, была. Так что no problem. Сравнял счеты. А, мне даже две. Да, проиграть в этой игре, конечно, сложно. Блин, вот как можно было бы сделать эту игру сложнее в последующем? Вот, например, ты первого вот этого вот демона убиваешь, и следующий там какой был бы интересно. Комнатку чуть более другой. Так, чтобы рядом с ней какая-нибудь, типа, демонесса какая-то была, суккубша какая-нибудь. Или кто-нибудь там страдал бы, умирал. Можно было бы как-то увеличить ставки тем, что у главного героя, например, здесь также, помимо получения денег, была бы мотивация еще спасти душу, там, не знаю, брата, сестры или, там, не знаю, отца, матери. Было бы прикольно. Типа при тех или иных условиях ты мог бы проебать душу
за кем ты пришел. Ну, уйти с деньгами или там что-то в этом роде, знаешь. И цель была бы у игрока уже, типа, пройти идеально, там, например, спасти максимум людей за одну ходку. Было бы прикольно. Было бы классно. Ща он наручники до меня оденет. Это тебе не поможет. Так, чисто. Покурил напоследок. У него возможности как-то, типа, камбэкнуться вообще нет, по идее. Он уже все считается. Ходячий труп. Хотя... Он может постараться сейчас вытянуть весь раунд. Сейчас предмет должен появиться, наверное. А, или нет? Ну, что-то много боевых патронов было выпущено, да? Тут холостые чисто остались, кажется. Ну да. Зря потратил. Ну ладно. Не, я реально удивлюсь, если он сможет камбэкнуться. Я считаю, это невозможно ему камбэкаться. При условии того, что мне еще есть сигареты. Если я еще ему поддамся и не буду курить эти сигареты, то только в этом случае у него был бы камбэк. А так он не может вообще никак. А, все, пизда ему. Можно будет сейчас что-нибудь еще поиграть. Но стрим я, скорее всего, потом еще вечером подрублю. Окей. Непонятно, почему именно эта сумма у меня падает в деньгах. Непонятно. Так. Ну, сегодня у нас замечательная пятница. И время такое. Можно было бы вам подрубить историю снеговика? Или это скорее лучше вечером? Прикольная, типа, новогодняя история про снеговика. Насколько я понимаю, такая ламповая игра. Сейчас можно было бы запотеть в какой-нибудь другой игре. Чисто по угару. Вот в резик поиграть я на самом деле хотел бы. В наемников. Да, давненько хочу туда залететь, поиграть в наемников. Или же давайте в Lies of P лучше. У меня там как раз этот. Чё, готов к Новому году? О, очень даже. Голоса Хогвартса бы оценить. Ну, я скачаю, да, озвучку. Заценим потом вместе.
Я сейчас дорисую, в течение часа и кину. Даже думаю полчаса. Ну, прикольно, спасибо. А. Погоди. А почему? А, вот. Так, ну чё, погнали. Новая игра плюс. Так, надо бы туда вернуться, скорее всего. Я тут немного побегал. Так. Когда ролик делал, тут чутка записывал. Всякое. Погоди-ка. А. Да? А мне казалось, тут есть другой путь какой-то. Ну ладно. Тогда пойдем сюда. Хотя, по-моему, эта труба вела в тупик. А, вот этот пруд, да, точно, вспомнил. Сейчас тут не золотая. И штучки всякие. Так, наверное, стоит взять сейчас деталь поставить, которая против отравления заточена. Так. Наносимый людям. Повыше этого автоматический урон. Так, что тут марионетки, переносимый вес. Минут 6, фехтовальщика. Максимум выносливости. Подвижность. А, вот кристалл. Вот. Вот эта тема, да. Снижение урона кислоты. Сопротивление кислоте. Во-во-во.
ну, пошли. Угу. Классно. Блин, что-то девчонок много. Макули. Отлично. А, фак. А, я еще заражение заработал. Твою-то мать. Да, оружие требовательно к себе. Требует очень много этого. Выносливости. Эй, только не убивайте, лол. Ты что? Так, ладно, конечно. Амулет непокорности. Повышает сопротивление поломки шоку. О, нифига. Новые предметы? Так, что-то у меня эстаса подсократилось сильно. Восстановление. И скорее надо бы поднять новый уровень, да. 16, да? Получается, мне 32 надо. Или 33. Сейчас мы это дело исправим. Так, что будем повышать? В принципе, здоровье нормальная тема была бы. Так же и как выносливость, и в принципе подвижность тоже. Но лучше давайте-ка подвижность. Как-то надо максить его, мне кажется. Чем больше урон, тем лучше. Как-никак это новая игра плюс, это, соответственно, новые горизонты возможностях противника появились. Бьют они больнее. И, соответственно, они стали немного жирнее. Грохнуть, что ли, марионетку будущего сейчас. Не будет как-то немного неприятно сражаться в этой кислоте. Сначала спустим всю эту кислоту, а потом уже займемся непосредственно здоровяком.
комфортных условиях подерясь. В прошлый раз я с ним дрался в кислоте, это было неприятно. Как бы я справился, конечно, но... Потом, когда я узнал, что можно было спустить кислоту, я такой, блин, серьезно. Постепенно. А, фак. Угу. Так, тут надо спустить трубу. Да, вот это. Соответственно, у нас появился шорткат и путь открылся. Насколько я понимаю, который бил этой. А, погоди. Хотелось бы сначала разобраться... Хотя нет, погоди. Все-таки палач. А, да? Во, криты-то летят, прям хорошо. Исповедь доктора Кларк Шор. Все марионетки должны умереть все до единой. Остается одежда, Лео. Ты вернулся. Я бил множество марионеток, чтобы искупить свою вину. Я не хотел нарушать клятву, но я так испугался. Прости, что я бежал, если это призрак, просто отпусти меня. Это груз вины наша... ноша не становится легче. Но при этом ты нападаешь на меня, да?
Блин. Тихо. Да уж. Вообще не понимаю, почему народ и игражуры говорят, что в этой игре обязательно надо парировать. Вообще не понимаю. Причем подписчики этих самых игражуров прям так защищают эту игру. Точнее, так защищают своих, ну, мнение своих игровых журналистов, что не видят очевидного, что в эту игру можно играть и без парирования и так далее. Игра-то вполне себе кайфовая. Спать пойдешь? А, у тебя время по-другому. О, блин, прикольно. Не классно нарисовал. Почти 7:30 утра. Ну, у меня время якутское, у меня сейчас 12:44. Да. Рада видеть тебя, мой друг гвардеец. Ты добрался сюда аж через всех этих головорезов. Да у тебя талант. Я тебя впервые вижу, но какая разница? Это может обрадовать нашего бывшего клиента. Чуешь запах денег в воздухе? Там денежный мешок Лоренцо и Нини в этот самый момент находится на фабрике. Так, ну если я уже базарил. Это скам. Я это просто не куплю. У меня сессия режим сбился. Понимаю. А мне и без всяких сессий все равно режим тоже сбивается. Без всяких переработок. Но сейчас я, кстати, прям нормально. Вчера вовремя лег спать и хорошо. Да, дел нет. Ага, вернулись. Вот и все. Амулет пилотчика, вон и конечно. Так, теперь спускаем, получается, кислоту. Ее сейчас не будет. И идем бить этого здоровяка, марионетку будущего. Так, сюда еще заглянем. Нормально так. Праг голубой крови. Кварц. Погоди-ка.
О, это новенький костюм. Или погоди, или было? А, не, было, наверное. А, фраг угол. А, ну так это да. Вот это вот, да. Было. Но пока в новой игре плюс появляются лишь иногда некоторые какие-то новые предметы. Типа амулетов, каких-то деталей. Но кто его знает, возможно, в новой игре плюс и концовка другая. Не, конечно, нет, наверное. Но тем не менее, какой-то новый контент возможен. Так. Мгм. Так. По-моему, до здоровяка мне посюда. Упс, ошибся двери. Ау, ёб твою мать, больно-то. О, тихо. О, тихо. Успевай. Блин, не успел. Смертельный удар не нанес. А, да ладно, прям ваншотом, ничего себе. Ни хера немного наносит теперь эти марионетки будущего. Хотя мне отчасти же не стоит вот эта тема. Ну да. Ну, по идее, мне бы... Это поставим. Так. Ой, блин. Отходи. Отходи!
Блин, очень много кварца получил, кстати. У меня там еще был кварц где-то. Механического греха. Да, класс. Так, ну что ж. Мы идем туда. Вон, Винни. Так, давайте сразу разберемся с этим чувачком. Вон. Так. С такими надо прям на полном серьезе драться. Все ресурсы использовать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Стою в моей мастерской преобразователь. Угу. Пока недостаточно хорошо. A little help. Oh, easy now. Hold on. I have stopped. My butler factory. Before all this. I'm told. How did? Before all this. I'm told. How did? 32 тысячи, кстати, у меня. Уф. Так. Дека-то. Того самого дека-то из бегущего полезли. Ну, погоди, а ты куда взялся? Вот интересно, он насколько мощным будет сейчас. Окей. Погнали.
А, у него маленькая голова, оказывается, есть. Я только заметил. Бля, ебать. А так прям нормально было. Я его прям хорошенько отоварил. Пол хп ему сразу снес. Так, ну, против него нам стоит. Сейчас. Против него писательных ампул побольше. Тут, скорее всего, был бы нам катализатор легенды. Далее огонь, все правильно. Может быть, вместо этого можно было бы вот это. После успешной атаки временно повышает физический урон. Вот прикольная тема тоже. Оху. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Ой, блин. Тихо. Готов. Сверхмощность летит пламени, R пламени, точнее, пламени. Класс. If it isn't my there without if it's a grind, Фанат модификации точильного механизма. then I always will. Of course, I always will. Погоди-ка. Of course, you're curious. Pulcinella isn't just my boss. If you ever need anything, I always Классно will. все. No one, and it was never supposed to puppet army. I always will. Так, точильный камень понятно. Your house, I am set the house.
Но он ничего новенького предложить мне пока не может. Так, все руки я уже создавал. Модификация. Ну, в принципе, окей. Ну, прикольная тема, наверное. Мина-то. I know my way around. Лючий меч. А у этого будет увеличение урона. Странно, конечно. Ну, окей. А, надо бы кварц хотя бы поставить. The Stalkers, a Kratz vigilante. The Bastards are an organization of guards. The Sweepers are an organization of guards. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent. That is what little I... Welcome to... Так. Ладно, повторим. I'll use my power. I am able to wield Ergo. I inherited the power from my mother, who hated it. Called it the devil. Now you are the only one. Два кварца. Пониженный урон от яростных атак, пониженный урон при блокировке заряженного урона. Так, счет А, ну, блин, как прикольно. Больше. О, больше. Эрго. Не, ну, два таких носить как-то
Перебор. Физическая защита будет высокая. Тихо. Блин, офигеть. Неудобно тут сражаться. Твою мать. Тихо, тихо. Опа. Оружие, оружие, оружие. Так, тут я по-моему все. Ай. А? Выходите. Давай, иди сюда.
Амулет нож. О, окей. Больше лунного камня. Так. Что нас тут дальше ожидает? А, так, да, вспомнил. Сейчас мы скоро приблизимся к деревне, зараженной каменной болезнью. These bodies, could they be from Moonlight Town? Whoa, let's do this. Я просто это уже все читал, поэтому не читал. А там сундук остался. Ёб твою мать. Ай, да как так? Угу. Чего? Амулет трансформации? Талант 6. Талант, значит. Закрывайте. Бля. А, твою-то мать. Пришлось утонуть. Вот с ней я, кстати, не дрался. Попробовать. Do you want to go up, child? Хочешь подняться, дитя? The cathedral isn't the sanctuary it once was. I still don't know what happened. If you're determined to pass, are Что you...
ничего не делать. You've been Я warned, предупредил child. тебя, дитя. I am a sinner Я who грешница, could которая не смогла not спасти тех, save кого the ones любила. I Если я позволю loved. тебе подняться туда, то лишь If возьму I еще let один you грех на go, душу. even if it hurts, Потерпи, даже если persevere, будет больно, my дитя мое, child. с одной рукой или Having ногой у only тебя one leg оба and one с arm. любопытством. Child, only the worthy may pass. Окей. Блин, как же я промахнулся. Ты что ты делаешь? О, I do not wish to сукин сын. witness more death. Сраную порчу наложил еще. I do not wish to witness more death. Маска спасительницы. Нормально. Вот ее маску я не получал еще. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelica, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krot. It's been my pleasure, Блин, friends, та and вот enjoy локация, the rest of your конечно, journey. непонятно I've been your какая. captain on this Корабли ride, эти там еще. Что-то я не помню вместе с кораблями. Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected. What is that? Выносливость. Блин, по идее хпшку, конечно, поднимать надо, да. Ладно, нормально. Что шляпа еще? А, шляпа падает. No idea what those things are. Caution.
Твою мать. Ясно. Жалко, не ломается. Вспомнил, тут же было место где-то, где я... Ну это дальше, скорее всего, это не тут. What is happening? What's their problem? Wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. Короче, я вспомнил про ворота, у которых стоял какой-то чел с маской собаки породы хаски. Ну и вот такая, типа, довольно-таки глупая маска была, да, смешная. Но прикол в том, что он говорил, что дверь откроет ворота эти железные. Подходи позже. А я так и не подошел. Вот так вот. Совсем забыл о нем после победы над зеленым чудовищем. Mercy. My name is... I was able... Sorry. Баллада Гийома. Many ago, Ken? The people, they... If you can... Так. I'm headed to the St. Frangelico Cathedral. You can find me there if you need. Собор Святого Франжелика. И он прям рядом с отелем Крат, если что, находится. Насколько я понимаю. Король желает уничтожить всех монстров, рожденных каменной болезнью. Ищите видеть от Калахара. Что? Я стал понимать речь этих вареник. А, да? Так вот оно чё. Прикольно. При повторном прохождении это оказывается речь марионеток, понимаешь. Прикольно, прикольно. Это не обычный какой-то, ну, шум. Это бывает обычно. Какие-то искаженные надписи выходили, которые ты зачастую не понимаешь. Так, было плохо. Походу. Ёптаны. Порвался. Кошачья пудра, я, кстати, кошачью пудру вообще ни разу не использую. Она нужна для того, чтобы по стелсу бегать и в спины бить.
А это значит статуя Симона, да? Или кто-то другой? Святой Фраджолита, наверное. Капец, мерзкие блюда, конечно. Мертвых плавает. Блин. Да блин. Что там осталось? Да ёбаный в рот. Это было низко. Ладно, сейф. Gold coin trees? The people of ancient... Gold coin tree.
Мистер Говард. Ё-моё, ну прям как металлистка. Панк-рокерша. А, твою мать, нет, нет, нет. Фак. Ах ты собака. На. Так. Раз уж тут такое место, надо бы, да. От кислоты нужна защита. Я ухожу на фриланс. Мой фриланс. OnlyFans. Фри. Эй. Твою-то. Как это попало? Опа-па-па-па. Идеально. А вот это не очень хорошо. Но приемлемо. Так, и тут у нас... Ага, вспомнил, что было. Меня убили максимально гнусно. Не, ну это, конечно, прикольно, подожди. Я просто о чем вспомнил. Как будто бы, что тут было что-то важное. Архиепископ мертв. Окей. Не, ну рэгдолл, конечно, в этой игре прикольно. В таких интересных позах иногда они умирают. Понял.
Вот, теперь это другое дело. Следующий прием. Так, вот тут надо выяснить, что там дальше будет вместе с шарами. Шароебское место же тут есть одно. Интересно. Еле как успел. Да ладно, триединый ключ нужен. Да ну нахер, серьезно? Типа зря я использовал триединый ключ тогда, и сейчас надо было его использовать. Блять, откуда я мог знать? Ничего себе. Вот же мне запасть. И что это получается? Я целый трай игры засрал на это. Не смогу открыть эту дверь и все. Кобздец. Хотя, с другой стороны, у меня же будет другой ключ. Я просто сюда телепортнусь и... Ну ладно, в принципе, окей. Окей. Как же это было криво. Ну ладно. Но я думаю, мои души там наверху остались. Но то, что вот эта вот тема с триедиными ключами, конечно, и другие двери тут имеются, это весьма неожиданно. Неожиданно. Что-то я подумал, я рано как-то спрыгнул. Я уже думал, я труп. Отлично. Так.
Без шансов. Просто порвал. My friends, only friends. Так. О, окей. Коробка с припасами. Archbishop Andreas once told me, always be true to myself. Всегда оставайся верным себе. Да, вот только архиепископ не смог держать свое слово. Он так изменился. Так. Вена. I'm surprised to see. Oh, where are my manners? Everyone's dead. Can you do me a kindness? The Archbishop was a If I write his words, I can't die. But perhaps this can... Ну... Просто принести ей знак надо было, да. Я вот просто о чем подумал, может она может пойти в собор с нами. Ну, видимо, да. Эдфутов в собор, говорю. В Ателькрат. Было бы прикольно, на самом деле. Спасти как можно больше народу. Так. Ну чё, поднимаем? Хоп-хоп. 40-40. Как будто бы дальше нет смысла прокачивать силу и ловкость. Остается все вкачивать на... Блин, я забыл совсем. Это место с ловушками. Твою мать! О, окей. Я вообще не вижу. Вот они. Только увидел эти плиты. Так, подхилимся. О, опять плита. Аккуратно, аккуратно. Что это написано? Это место прошлого, здесь разверзлись пучинада. Вам не спастись. Окей. Какой-то пессимист. Они зовут это рукой Божьей. Что за дерзость вы обратились? Так. Но насчет руки Божьей я помню. Мы ее заберем потом в конце. Блин, вот хочется, чтобы это превратилось в франшизу от Lies of P. Надеюсь, они будут продолжать в этом духе. Делать что-нибудь по этой всей теме. Хотелось бы увидеть какое-нибудь продолжение. Тут интересно, есть что-нибудь типа невидимых стен? Секретных путей. Твою мать. Умри. Не заработал, да?
А, мать твою, тихо, ты чё такой? Всё. Кислотный абразив. Так. Тут у нас лестница наверх должна быть где-то. Ой, блядь, ёбаный гондон. Напугал меня. Меня в этой игре ни разу не пугали, но черт побери, что-то испугался. Да, ага. This is it. Вот не помню, что там было. Стоило ли она там? Так, подожди. Сейчас поищу, тут может быть еще какие-то шорткаты имеются. Я вот точно не помню. Угу. Ага, понял. Так, поднимем ворота, раз уж мы тут. Сейчас должен быть босс с этой локации. Что-то мне начинает казаться, что я, в принципе, могу эту игру прям спидранить, реально. Знаете? Попробовать бы, что ли? Священный знак архиепископа. Сильный каркас от Союза Советского. А там лифт. Лифт. А куда? Наверх, что ли? Да, реально. А стой, а куда она идет вообще? А, собаки. Да. Сразу слышно и понятно, что он трус. Как странно, я думал, я здесь единственный, кто еще сохранил разум. Думаю, я не нуждаюсь в представлении. Видишь, золотых крыльев? Да, ты правильно догадался. Ты знаешь, кто я? Ты не знаешь? Не может быть. Все в крате слышали обо мне. Ты что, провел всю жизнь в лесу? Я пес Алидор, выдающийся искатель сокровищ. Да-да, это мое прозвище. Мое настоящее имя осталось в прошлом. Ну ладно. Hotel Krat. Of course. A haven for all. And it's still safe and sound, you say? I have a lot of searching. Вообще надо было его отправить в фабрику, но... Since you're so helpful. А, погоди. As a descendant part what I'm sure until then. Бля, надо было его все-таки отправить. Невосприимчивость ко всем отрицательным эффектам атрибутов. Нихуя себе. Доказательство человечности. Вот это оружие. Позволяет уклоняться при низком... Ох, круто. Сломленного героя. Повышает атаку оружия пропорционально числу ячеек легенды. Амулет, который можно надеть на монетку, чтобы получить особые силы. Есть. Так. Чемпион.
Кинжал. Одиночный укол. Абсолютная контратака. 7 взрывов. Эрго пламени короля. Священный меч ковчега. Да, это я беру. Так, вот это я тоже возьму. Нормально. Блин, надо было его отправить все-таки туда. Тупо чисто в фабрику. А я его могу убить сейчас? Нет, да. Жалко. Жалко. Вот тут, блин, вариативность бы какую-то, конечно. Печаль, печаль. Ну ладно, в принципе, он мне нужен сейчас. В новой игре плюс-плюс. Я его отправлю в фабрику, если такое будет возможно. Ну, то есть имеется в виду новая игра плюс-плюс. Oh, thank you. It's a reminder of the quiet. It's a reminder of the quiet. Тихо, сила веры. Так, ну что, погнали? Бить морду. Быс. Вот насколько я помню, он, по-моему, не был таким уж сильно сложным. Да, я на нем умирал пару раз. Но... надо было сейчас амулет поменять, у меня там немного не то стоит, кажется. Немного не то. Да. Бля. Тихо. Fuck. Что случилось? Я не понял. Ладно. Так. Вот это мне, в принципе, не надо. Вот это вот классная тема сейчас будет.
Так, успешно повышает вот это. Вот он, билд против боссов. Так, и точильный камень сейчас поменяем. На эту тему. Так, камень желаний. Спорт оружия, сменить руку легиона. Ну все, в основном все прикольно. Наверное, с рукой легиона, который стреляет огнем, огнемет тупо, он, скорее всего, был бы еще эффективнее против этой мрази. Я прям представляю, как он кошмарил бы его. Вот, наконец. Блять, что я наделал? Блин. Ну я сейчас просто по глупости умер. Как-то глупо. Ладно. Давайте соберемся. Так. А, я ядра еще не нашел, что ли? Ядер-то у меня нет, оказывается. Так. Камень желания. Во второй фазе, короче, точильный камень использую. Бля. Совсем забываю про YouTube. На. А, да? Нету, что ли? А, блин, сука.
Сука, наблевал. Не, ну нахер, короче. Уж лучше я его жопу выебу, чем с его ртом возиться. Точнее, с его лицом. А, я совсем забыл. У меня есть такая классная штука, как рука Мегамена. Все. Бэм. Помер. Так. Эрго изломанного ангела. О, 48, ничего себе. О, 3 уровня может поднять, ничего себе. Не, ну вообще урон так-то нехило поднимается и продолжает. Можно было бы и дальше качать. What in Crot's name happened here? Oh, I haven't a clue myself. There's gotta be someone at the hotel who knows something. Ну да, сейчас пойдем вот так, подожди. Псина. А, тут же капканы были. Once, Crot was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Crot. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Crot's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Crot's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. Это случайно могила не Карла, блин? Что за прикол? Карл Колоди. The house of an... Oh dear. The stalkers, as I believe you could be careful. Камень серпа.
investigate my suspicion. Дешифратор Эрго. I always work. Так. Так, на всякий случай заготовлю себе. Welcome to... This is a supply. I shall open it. Welcome. Oh, it's you. Anyone with, however, it's up to you. Око Уробороса. Эрго грустного фанатика. Есть шанс не расходовать импульсные ампулы? Хера себе. Есть собака. Собака. Так. Все. Угу. Ну все. Имба билд на месте. К монашке надо подойти. Да, мы же сейчас убили эту архиепископа. И она сейчас, наверное, такая, типа... Он наконец-то обрел покой. А, нет. Divine Service. Это уже было, по-моему. Собак. Блин, жестко. Урон лютый, прям. Ах ты говнюк.
Кристальная какая кислота. Так, где-то тут был стрёмный здоровый ублюдский медведь. Вот и он. Что ты делаешь? Ты жопа не вставай, ты жопу береги. На. Глупый медведь жопу подставил и умер. Бля, ебать. Блин, почему из этого туалета никто не выходит, как Шрек? Было бы прикольно. Somebody wants to be. Бля, да ну нахуй, я просто в ахуе, серьезно. Как я мог просто умереть от этого? Бля, как я мог просто? Такой проеб. Причем это было прям... Когда я уже должен был открыть шорткат. Так, кстати. А, медведь многоразовый? Ничего себе. Многоразовый медведь. Хорошая попытка, ублюдок. Видали, как он подошел ко мне сзади? Реакция-то есть, реакция есть. Блин, 2 раза минус, серьезно. Давай.
И прям кайфовое количество душ падает. Прям нормально. Вот прикиньте, от этой мрази умер. Просто жесть. Как я мог? Как глупо подставиться. Когда будем спускаться сверху вниз, надо будет сюда вот запрыгнуть. Корабль летит еще. Хотя... Погоди, сколько у меня кристаллов? 1000, да? Так. Не. Попробуем. О, привет, Луфает. С наступающим тебе. Спасибо. Я тут в новой игре плюс бегаю в этой игре. Прикольно. Вот это прикол. На. Вот это очень странно, конечно. И вот это тоже странно. Я, по-моему, при прошлом прохождении так и не попал сюда как-то. Как туда можно попасть? Загадка. Жаков Веста. Перепроход. Новая игра плюс. Что же не детям подаришь на МГ? О, детям игрушки. Жене... Ну, она уже кое-что присмотрела, интересно. И это, скорее всего, нам двоим будет по приколу. Музыкальный... Ну, короче, граммофон. Который на пластинках. Пластинки проигрывает, которая тема же есть. Вот, хочу это купить. В 1С, в гейм-центре. Ну, по-моему, это раньше было и в 1С интересно. Вообще 1С интерес существует сейчас? По-моему, нет, не буду. Там недорогой был, помню. Ну, там есть, да, типа за 6, за 8. Который в сумме. Да, он самый. Ага. Какие изменения в НГ+. Короче, есть такие... Ну, короче, ты приходишь к пониманию такому, что... Короче,
тебе тут иногда бывает звонит какой-то хер и загадки загадывает. Когда ты правильно отвечаешь, он тебе дает триединый ключ. А этот триединый ключ, ну, супер ограниченный в этой игре. Их типа 3 штуки или около того. А двери, эти самые, с триедиными ключами, их оказывается много. И я тут прям вот в этом прохождении нашел одну такую дверь, которую я никогда не встречал. Я такой, ебать. Потом еще вот здесь, вот где-то на этой тропе, нашел одну интересную штуку. И это, ну, становится понятным просто потому, что ты сюжет знаешь немного. Там могила есть, которая, ну, посвящена какому-то ребенку. Это, по-моему, сын этого Джипетто, Карло. И, собственно, рядом с ним стоит какой-то старгейзер неактивный. И он, скорее всего, сможет, ну, может быть активирован только после того, как ты, ну, что ты сделаешь. Там, короче, какие-то такие вот нерешенные моменты есть. И здесь есть целая вот локация, которая оказывается, видимо, опциональная, потому что я там ни разу не был. Это любопытно очень. Все-таки опциональные около локации тут, походу, есть. Бам, сука. И он должен был меня остановить, да? Честно сказать, я не впечатлен. На последнем этаже чемоданчик. Что за чемоданчик? Это магазин? Я для себя вчера открыл Remnant 2, пока нравится. Я вот в него очень хочу поиграть. Как раз по геймпассу он есть. И вот буду в него играть, скорее всего. Я вот Lies of P играю по геймпассу Арсена. И Remnant 2, вот думаю, блин, тоже что ли по аккаунту Арсена играть. Он реально классный. Должен быть. Remnant 2. Хочется попробовать прям. Я первый проходил просто, мне он очень понравился. Так, ну чё? Ну, в урон опять плевать все. Так, ну-ка. Херня. Чуть-чуть не стоит. Во. Нет, тоже херня. Плюс 8 урона. Не, ну это существенно. Серьезное повышение.
Ну что, давайте тогда так. Норм. О, привет, Двар. Здравствуйте, восславь Миядзаки за то, что у него копернули все и создали Пиноккио. Да, это правда хорошо. Ну, я бы сказал, восславим Миядзаки за создание... За то, что он способствовал созданию жанра Souls-лайка. Да, это точно. Просто... ну, странно говорить, что все Souls-лайки это копия, ну, Dark Souls. Потому как это уже, ну, очень долгое время продолжается. Это уже, по сути, жанр. Это жанр. По факту. А те, кто говорят в 2023 году, даже в 2024 уже, можно сказать, то, что это плагиат, ну, блядь. Ну, тогда уж все стрелялки от первого лица плагиат Дума, блин. Чё? Ромеро же тогда еще придумал стрелялки от первого лица, грубо говоря. С этими, ну, там, с Вольфенштейном, Думом, там, это вот все. I thought you brother. Why not? They're the black. We heard that. So, you gonna do it? Ну, давай на сей раз примем предложение. На сей раз примем предложение. В прошлый раз я им отказывал. Наш новый простофиль. Ребят, ну вы не полились бы так жестко. Ну вы что, мудаки что ли? Смотри-ка, идут за мной. Мочкануть меня хотят. Работайте. Еще посмотрим, кто из нас простофили. Я ничего с одним зараженным не смог справиться. Серьезно? А, смотри. А, не, прилетает, нормально. Малютки работают. Go, go, go. Okay, let's go. Что-то нет мой глючит. Нужен подороже. Это было прикольно. Ставишь подорожник такой. Че, пойдете со мной? Интересно, упадут? А, нет, не слепо. Ну давайте, падайте туда. Ага. Лиса, иди сюда. Давай за братом следуй туда вниз. Да блин. Мы все втроем будем потом выбираться из этого подвала. Давай. Комон, комон, комон. Ага, все, отлично. Он ваш? Не, ну вы серьезно, что ли? Вы собаку даже убить не можете, вы чё? А, я не взял.
Кайдинола Блайвис. Интересно, в какой момент они захотят предать меня, интересно. Ну, просто мне уже давно не приходилось так светлого, знаешь, да? Да я не хочу путаться у тебя под ногами. Я немного отдохну, до не приду. Пиздец, как. А, ты смотри, они остановились, значит, впереди будет сложно. Да, лола. Ага. Ну дальше тут будет жестко, да? Ах ты, блядская шабака. Ну погнали. What the fuck? Блядь, не убивай меня, гантонская мразь! Это что я делаю? Мог бы ударить разок, да и убил бы. Ну, а я что делаю, стою? Просто что я делаю, стою? Амулет терпения. Что? А? В смысле? За то, что я умер, мне дали амулет терпения? Это что за нахуй? Выглядит как-то оскорбительно. Медаль за терпимость. Да, нет, закрыть потом и каждую часть. Он бы про меня сказал, как Геральт. Когда же, сука, научится? Или что-то в этом роде. Я всегда жадничаю в подобных играх. А, я его убил таки, этого здоровяка. Да, ладно. Здесь, кстати, нам предстоит сражаться с братством этого кролика, да? Нормально. Что ты там кидаешь? Что ты там, тварь, кидаешь? Не, если шаги слышите. На. Так, подожди. А, ну да. Сейчас мы туда пойдем. Так. Ну, с этой стороны тут, по-моему... Да, я до туда не смогу добраться, если что. Надо вот сюда.
Потом вот сюда. Блин, так. Это нехорошо. Да в смысле? Кварц. Very good, very good. Ты прям как Бэтмен. Забыл, как мне переводить хотел. Ах ты, сука, нет. Не надо тебе. Да сука, как тебе повезло вообще? Самый везучий моп в этой вселенной видели? Единый ключ заберем. Вот сейчас пойдем. Погоди. Это ладно. Главное, не упади. Вот сейчас пойдем. Блядь, да ебаный в рот. Сейчас пойдем. Откроем дверь, которую я ни разу еще не открывал. Вот то, что я сейчас упал, это, конечно, прям вообще обидно. Короче, это находится в предыдущей локации в соборе святого кого-то там. И там довольно любопытная дверь есть, которую я еще ни разу не открывал. О, привет. Привет, Гутро. Да, я сегодня очень рано. Играли в одну интересную игру, если что. До вот Lies of P. Она, правда, короткая, и там контента мало, но концепции там геймплейные и там прочее мне показалось безумно интересным. И я прям не удержался. Что это такое? Она просто исчезла. Это был первый баг, который я видел в этой игре, кстати. Только она сейчас исчезла. Ну так, просто. Какой-то особой причины постримить как бы не было. Хотя вот причина была и вот эта игра, которую я играл на старте. Что-то звук странный.
красивый шлем. Какой? Я тихий? Да ладно. И клавиши слышно. Ну это я звукоподавление вырубил. Раньше не было такого. Но я то включаю, то вырубаю его иногда. Могу еще вот так вот сделать. Я тогда буду громче звучать, наверное. Но не уверен. А как будет лучше? С шумоподавлением? I do love art. I can't tell what's real and what's fake, to be honest. If it's fake, you'll... А чё клавиши слышно? Someday. Another day. Клавиши бесят? Ну, если так, то, конечно, вырублю. Если уж так, то вырублю, конечно. Сейчас начали бесить. Типа вот сказали, ты заметил, да? Да, я понимаю. Так. Вот так вот получше, наверное, будет. Хай, кто Иван Гась. Нормально. Вот сейчас вот нормально? Вам нравится? Все, класс. Ну чё, сейчас будет босс. Довольно-таки такой комплексный. Выглядит неплохо. Кто мог подумать, что мы зайдем так далеко? Ты много умеешь. Ты прошел как по маслу, а на меня, знаешь ли, не так-то просто произвести впечатление. Но я должен спросить, ты действительно считаешь, что справишься с братством черного кролика в одиночку? Вот они. Ну, типа да, давайте, пожелайте мне удачи в бою. Пожелайте удачи. Туманище, да. Ныне прям погодка такая. Я только встал. Ну, пойду покакаю кофе и умываться. Какать кофе, это, конечно, да. Это надо. Вы гляньте на них, такие пафосные. Это прям БТС. Вот они слева направо. Чингачгук, Уюджук или кто там еще. Забыл уже. Да, после кофе жестко хочется какать, это точно. Ну гляньте на этот бойс бенд или просто бенд. Потому что там девушка есть. Ну давай, крутись, крутись. Главное, в окно не попади. Блять, ну ты, конечно, собака. Ау, фак. Блин.
Съебывай нахуй. О, так. Дай доикану. На нахуй. А, мать твою. Где ты, урод? А, нет, он еще не пришел. Так, тихо. Знаешь что? Вот так. Все, пошел нахер отсюда. Сейчас я вашего этого. На нахуй. Ну все, последние слова. На. Хе-хе-хе. Не знал, что это платный файт. Так. Hey, check this. No, I'm just kidding. No, it looks exactly Картина. like you. I mean, you see it, right? With the Вот этот nose, прикол с картиной. right? Кстати, мною еще не этого. Не раскрыт до конца. Надо бы его как-то этого. Там, короче, оружие получаешь с этой картины. Там нож все время растет, он длинный становится, и в конечном итоге там, наверное, рукоятка получится или что-то еще, я не знаю даже. Но это очень похоже на это. Прям очень похоже на это. You have no idea how happy I... Hello. I could be pathetic. I heard the Stalker. I heard the people of ancient Greece. Maybe you'll find... Окей.
Денежное дерево. Так, у нас есть 2 кварца, по-моему. По-моему, 2 кварца, да. Сейчас как раз хватит на... не, я понял, на что я его потрачу. Еще. Да, 2. Найс. Получение регенерации при блоке. Не то, не то. Ну или то, в принципе. Почему бы и нет? Больше применений. Больше ячеек легенда. Вот это вот, в принципе, норм тема. Получение регенерации при блоке. Больше использования куба. Давайте вот это. У нас мощный блок тогда будет. Повышение атаки руки легиона при достаточной силе легиона. О, да ладно. Ну, дать внезапные атаки все-таки как-то поважнее будут. Выживание. Пониженный урон от яростных атак. Пониженный урон при уклонении. Повышенное сопротивление. Пониженный урон при... Усовершенствованная обойма. Усиливает зарядку от обоймы. Ну это в принципе годно, но может и подождать в принципе. Пониженный урон от яростных атак. Ну это получается, я буду меньше урона получать от этих неблокируемых атак. Что, кстати, хорошо, давайте берем. Так, картина. This, I thought it was the thing for memories. Так, Антония. Антония. Hurry up. Rosa is better. I feel. If you came, I knew. I heard the crowd. Many. Hey, stop. The hotel. I'm going to. People. Thanks for keep. I'm an old friend. Make if you have any questions. I see. You lie. People on the air. A great weapon. По-моему, у меня опаленный белый корона. Уж это оружие пацанчество. Фанатик. Фанатик. Такой фанатик. Welcome to... You know that stone? Wow. I haven't... You're my look. But I'm my family. That's... I suppose... Кстати, вот это оружие. Мы его давайте используем, попробуем. Это все-таки оружие, которое выпадает с последнего босса в игре. Полный камень протокола. Ну-ка. Заряд импульсных ампул, шанс снижения урона, отточенная техника, комбинация режущих ударов. Он ебанутый. Это оружие вообще ебанутое, походу. Урон-то маленький, да, это понятно. Но...
Но оно ебанутое благодаря этому. Но надо его прокачать на максимум. Урон не повышается. Так, подожди. Четыре урона. 50. Давай, чё сделаем. Так. Надо вот сюда пойти. Надо будет после убийства предпоследнего босса пойти в этот по отелю Прата, потом еще куда-то. Да. Не надо будет идти к ласт-боссу. Надо будет сначала в отель Крат вернуться. Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer, the red dress. She was the most famous of them all, the legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so makes sense. Yeah, it's getting a little depressing. Мать вашу. Вообще прикольно, то, как они вот это вот все сделали. То есть вдумать в ту тему, что вся тяжелая работа в этом городе, она отошла к марионеткам, и люди все обычные, да, они как-то больше стали себя посвящать именно тому, что должны, ну, точнее, себя больше стали посвящать творческим каким-то занятиям. И, соответственно, тут, когда ты вот прогуливаешься по городу, бывают такие моменты, когда ты слышишь пение, кто-то на каком-то музыкальном инструменте играет или еще что. Все такие, типа, больше вот, творческую какую-то такую, или научную сторону изучают. Поэтому, скорее всего, и это бы хорошо объяснял те моменты, что
люди не смогли справиться с марионетками, потому что были плохо подготовлены физически, слабые были. Ну и были там, ну большинство людей были слабыми. Были, конечно, эти гвардейцы. Но тем не менее. Но тем не менее. Уф. Что сделал? И кота еще покормил. А у меня сейчас две кошки дома. Одна кошка родителя и одна наша. И кошка родителя, она прям такая мега ублюдская. Все время верещит, как мразь. Цвет. Не особо люблю. Можно с кофеем посидеть. Я бывшую закинул. Ну да, я знаю, что у тебя частенько так. На Новый год, понял. Тут на пианино. Да, нахуй. Ярослав Долгоходровый. На какой платформе стримит? Он стримит на ютубе и на твиче. Кто тут и там. Вот до чего техника дошла. Вашу маму показывают. И тут и там. Да, ну если хочешь, можешь и на твич, и сюда. То есть, как бы, вариативность выбора, так сказать, есть. Сейчас будет сложно. И какая ты такая красивая марионетка. Споешь для меня? Ясно, короче. Я просто уже с ней сражался. Это МГ+, поэтому я пропускаю, если что, диалоги. Не, ну эта мразь очень сложная. Она прям ловкая, быстрая, поэтому будет сложно. Очень интересный обзор и желаю тебе дальнейшего развития канала, но я тебе не хочу немножко пояснить, я не могу ничего сказать про XBT и Stop Game, но могу немножко пояснить за обзор полезного беса. Блин. Ну смотри, мне об этом как бы в основном и пишут в комментариях про полезного беса, и как бы понятное дело его дефают. Но мне вот его эти вот докапывания за счет того, что он обвиняет игру в плагиатстве, вот это вот все, и он боевку прям не любит и так далее. Ну, я с этим мнением не согласен. И его мнение вот очень сходится с тем, что говорят вот именно игражуры. Соответственно, я к его к игражурам и, ну, как бы этого... причисляю. Понятие мне такое, простое максимально. Блин, ты... Не, ну вот это, конечно, сложная мразь. И то, что он говорит плагиат, это, ну, плагиат Souls-like игры в 2023 году, даже в 2024 практически. Но я думаю, это просто бред какой-то. Он просто остался как будто бы... Он как будто бы живет мнением 2018-17 года или 15, когда только-только начали появляться вот эти вот игры Souls-like жанра. То
То есть тогда, да, их можно было бы назвать плагиатом, потому что игр много не было в этом жанре. Они только-только начали появляться. Их тогда и хаяли множество разработчиков, этих игражуров и так далее. И тогда это было актуально. Но сейчас это мнение, я считаю, вообще не актуально. Это все равно, что, например, реально обвинять все стрелялки от первого лица плагиатом первого Дума, потому что он был, первой игрой практически вот от первого лица. Ну или Wolfenstein имеется в виду. Ну, короче, идея понятна, да, я думаю. И поэтому говорить вот в нынешнее время, что это плагиат, такое себе, правда. А ты на какой версии игры играешь? Ну, это самая свежая? Самая свежая. Я на геймпассе. Она все время обновляется и так далее. Блин. Ладно. Хочешь? Ну и насчет парирования, да, типа что в этой игре? Могу сказать такую штуку, что игра поначалу очень щадяще к игроку относится. И его сложность повышается, постепенно. То есть он постепенно тебе начнет подкидывать таких боссов и врагов, которые будут от тебя требовать куда больше умений играть, чем... это было в начале. И поэтому парирование вот эти вот, они только потом могут тебе быть прям супер необходимостью. Например, вот сейчас вот с этой вот дерусь, она такая прям дохера ловкая и там прочее, да, с ней вот стоит как-то парированием, скорее всего, подойти. Или же можно вот просто вот так вот. Тоже как вариант. Привет, Эфрит, здравствуй. Ты чего с ранее уже стримишь? Да и не... с утра, просто. Я вот игру одну прикольную нашел. Я по ней скоро видео вытащу. Она реально годная. То есть там концепция геймплейная классная. И, блин. Она меня прям супер заинтересовала. Я чисто ради одной этой игры я стрим начал с утра. Хотел как-то, пораньше закончить стрим, но потом такой, блин. Может дальше Lies of P по новой игре плюс попройду. И вот, мы здесь. Так, на момент ее прохождения на нее вышел патч, который ее упростил. Упростил, значит. Что поделать, так уж получается. В момент выхода, если она была прям такой сложной и требовала все время от игрока парирования и тому прочих, я хз тогда. Но такие кардинальные изменения, я не думаю, что разработчики могут пойти на такие какие-то безумные уступки. Это ж что ж получается? Прям все игроки разнылись об этом, и просто разработчикам ничего другого не пришло, как просто сделать игру проще, что ли. Бред какой-то, если честно. Это ты про бакшот говоришь? Да, Ник Даймонд. Да. Я бакшот поиграл прям очень жестко. Плохо то, что она такая. Контента там мало. На час максимум. Или на полтора я там уже прям множество раз перепрошел его. Вот там бы мультиплеера. Блин, вообще было бы охуенно. Мультиплеера. А если в одиночном режиме добавить какого-то щепотку сюжета, по типу того, что ты хочешь деньги заработать ради того, чтобы, не знаю, там, кредит погасить, там, типа, лечение, там, матери оплатить, или спасти душу у этих демонов, там, чью-то и так далее, короче, вот. Какая-то вот маленькая цель была бы, и уровни, которые будут повышаться сложностью и какими-то своими фишками и приколами, и побольше демонов, было бы охеренно. А в мультиплеере текстовый чат, перекидывание между
игроками эмоциями какими-нибудь, типа, чтобы можно было обыграть блеф, знаешь, между чувачками. Они такие, типа, как ты думаешь, типа, и так далее. Было бы классно. Это реально прикольная концепция в геймплейном смысле. Прикольная игра. Мне очень понравилась. Как настроение предпраздничное? Хорошее, хорошее. Сегодня... этот, как его... утренник моего младшего сына. Самого маленького. Я сидел на последних 2 стримах и могу сказать, что он реально не мог пройти с Симонус от Мануса. Если первая фаза была нормальная, то на второй он просто не давал себе пройти. Да. Ну, стоило бы взглянуть на это. Я не думаю, что... Ну, это бред какой-то, так, чтобы прям... Ну, это очень слабо верится, чтобы разработчики изначально игру сделали практически непроходимой в плане сложности, а потом взяли ее, ну, так сильно кардинально упростили, снизив тайминги, там, типа, скажем, парирование, там, понизив урон и там прочее, и так далее, и так далее, и так далее. Это чистый бред был бы. Как по мне, это, ну, пиздец какой-то лютый. Но я не думаю, что так до такого не могли опуститься. Я как только выпустил патч, урон довольно-таки сильно понизили. Серьезно? Кому-то пиздец. Но все же игра классная. Видимо, мне очень сильно повезло тогда уж прикоснуться к ней уже после того, как она приобрела какой-то свой конечный вид, а не тогда, когда она была в каком-то подвешенном состоянии и у нее были какие-то такие, знаешь, проблемы, возможно, со стороны баланса, я не знаю. Мне крупно повезло в этом плане тогда уж. Это точно. About. My wife's I know she's. Would you? Thank you. Her body. I miss her. Обзор без выпустил на игру, не которую ты проходишь, а на первую версию. Ну как бы то ни было, я не со всеми его пунктами тогда уже соглашусь. Ладно, хер с ним. Он, возможно, был прав по первой версии в плане, знаешь, чего? Ну, скажем, возможно, боевой системы или, может быть, там парирование или еще чего, но насчет всего остального, о чем он говорил, насчет плагиата, там, еще чего-то там, ну это чистой воды бред. Он не во всем кругом прав, это точно. Серьезно. Говорит, что игра плагиат, ну, Dark Souls и тому прочее, в то время, когда Dark Souls давно уже вышли, и уже очень долгое время выходят игры подобного толка, соответственно, жанра. Но это очень странно, я считаю. Это как минимум странно, ну, не знаю, консервативно и как-то твердолобо, что ли. Все время держаться одного мнения, которое никогда не меняется из года в год. То вот игра вышла, и это, ну, блядь, типа копия, там, скажем, Дума или еще чего-то в этом роде, знаешь. Ах ты тварь. Дневной стрим? Привет, Кобра, да. Просто глянул одну очень интересную игру. Я скоро по ней видео вытащу. И думаю, тебе понравится. Интересная концепция игры. То есть сама игра прям такая... Блин, ее можно
на всякое там, типа, наложить. На мультиплеер, на одиночную и тому прочее, и так далее. Там очень интересно сделано. Ты разве не прошел Lies of P? Проходил. Просто это новая игра плюс. И тут довольно-таки классно. И если уж на то пошло, типа вот обзор, который вот делали вот там без, да, Stop Game и вот это XBT, они по сути являются на данный момент неактуальными, потому что, ну, все время ссылаться на первую версию игры, ну, блять, ну, такое себе. Ну, тогда она была такой, типа, говорит, ну, блять, так ты ее больше не найдешь, такую версию игры. Она уже изменилась, она навсегда другая. И просто говорить о том, что игра плохая, потому что она была такой тогда-то, ну это тупо. Просто скорее надо как-то, не знаю, попуститься и обновить их обзор. Сказать, да, ныне игра вполне себе такая хорошая, там прочее. Когда, ну, как-то более углубляешься в игровой процесс. Как, ну, уделяешь больше вниманию там истории, лору, там прочее. Тебя больше не напрягает игра и так далее. Типа да. Пора уже привыкнуть, что все друг друга тырят. Где-то идеи из нескольких игр берутся, раз эти люди, которым ничего не нравится, сами пускай создадут игру, которую они сами не спагиатят. Не, просто это немного тупо в том плане, что, окей, появилась игра крутая, да, скажем, Dark Souls. Конечно. Ты такой подмечаешь интересно, ну, игровые механики, вообще концепцию самого геймплея, core геймплея и тому прочее. И ты, ну, прям, ну, видишь некоторые проблемы и хочешь их просто, ну, взять и сделать по-своему. Ну, в чем проблема? Типа, это разве плохо? Ты же делаешь только лучше. Соответственно, те разработчики, которые занимались этим, старались сделать на этом core геймплей какую-то свою отдельную игру, они двигали всю эту тему к тому, чтобы она стала потом в конечном итоге жанром. И, соответственно, вот если бы все придерживались вот этой вот глупой идеи того, что тырить какие-то игровые механики и core геймплей там других игр нельзя и святотатство, тогда уж, блять, только игры фромов и оставались бы, к примеру. И любители вот данного жанра, они просто оставались бы с нихуя, просто ни с чем. Потому что уж, извините, типа, ну, какие-то вот игровые механики тырить у других игр нельзя. Да блин, можно было бы просто по пальцам посчитать тогда уж сколько игр бы таких, ну, было бы. Один какой-то Doom был бы, типа, в течение всех этих лет. И сами ID софтверы там все время делали бы только эту игру и все какую-нибудь там. Или может быть чуть-чуть другую. Представьте, насколько скудный и ущербный мир был бы в плане именно игр компьютерных. Это же пиздец полный нахуй. Нельзя тырить какие-то идеи и как-то их, ну, обыгрывать в своем смысле, каком-то своей, ну, в своем понимании, как ты это сам видишь. Ну, согласитесь, это же полный бред. И занижать типа оценки в нынешнее время, когда это уже реально считается жанром, ну, это полная хуйня, я считаю. Все больше игрожуров торопятся и не изучают игру на 100%. Это да, это тоже я вот учитываю. Вот просто смотри, я тогда еще в видео сказал такую тему, что на момент выхода Lies of P было очень много игр, и поэтому им нужно было поскорее отстреляться по Lies of P, потому что вот начиная с октября по ноябрь вообще вот, ну, довольно-таки насыщенный был в плане выхода игр, и они просто такие: давай побыстрее, короче, закончим опять с очередной копией Souls-like. То есть они максимально предвзято уже относятся к игре и придерживаются твоего тупого популярного мнения, что раз уж это очередной Souls-like, то плагиат типа Dark Souls и все. Они просто отстрелялись по этой игре, какое-то мнение выстроили,
Раз уж тут имеется парирование, то это Секиро, все. Раз уж у нас тут город полный мертвых людей, то это Bloodborne. Все. Ну, типа, блядь. Разве можно считать такое мнение, такой обзор по игре, как, ну, как сказать, адекватным? Да ну нахуй, я бы сказал. Далека от адекватности вообще. Да, тут именно побольше просмотров, там прочее, трафик, чтоб именно был на тебе и так далее. А насчет адекватности мнения, ну, конечно, они об этом думают, но не так, чтобы прям это отражало саму суть игры. Теперь я уж так думаю, что поделать. Раз уж они вот хуй положили на подобную хорошую игру, то такое доверие может быть вообще. И он на обзоре говорил, что это как поход в армию, ничего плохого себе не помнишь, а помнишь только хороший. Не, про армию такое себе, конечно. Не, армия у каждого своя, конечно, она. Как она воспринимается. Но все равно, типа, знаешь, по факту это, ну, просто потраченное время. Типа, реально. Те, кто был в армии, я в том числе, считаю, что армия это просто пиздец какое проебанное время. С одной стороны, конечно, это опыт был серьезный. В том плане, когда ты начинаешь сильно ценить те или иные вещи. Но тем не менее. Сука. Как армия горит. Так, это походу не про меня, я так долго прохожу игры, что многие уже пройдут 10 игр, а я все буду в одной игре. Ну, примерно у меня то же самое. Я Baldur's Gate, а ты как долго проходил? И Lies of P у меня не был пройден за 2 дня или там... Я ее на 7-й день только прошел до конца. 7-й день у меня был. Пишешь рецензию? Кстати, тут вопрос хороший. Ай, дурак, зачем? Зачем? Что я наделал? Этим можно хвастаться перед теми, кто в армию не ходил. Вот такое, да. Ну, они-то просто не знают, понимаешь? Но я любому, кто вот собирается в армию... Не, у меня бывало, типа, очень много часто спрашивали, типа, стоит ходить в армию, что там, как, чего стоит ожидать. Но я просто вот им говорю, ну, типа... Ну, это реально просто проебанное время. Не сказать, что там прям, ну, какие-то фильмы, там точно нет. Ну, такое, полная хуйня. Это все реально зависит очень сильно от того, где ты будешь. Но самое, что главное, это реально просто проебанное время. Ты год целый въебешь никуда. Ой, бля, дети, нахуй. Так, тихо. Крепкие дети. Блять, смысл вашего существования вообще в ахуе, блять. Типа марионетки дети. Сейчас, что ли, только год служит? Нет, давненько. Я служил когда? С 11 по 12. Блять, уже много лет. 2 года-то это было когда? Это очень давно. 2 года было еще, наверное, в 2008 или в 2009. А примерно в 2010 стало вот 1 год. Или... Могу ошибаться, возможно, раньше стал 1 год. Ага. Свадебное кольцо нашел.
Я 2 года тусовался. Ебать, урод. Не, ну 2 года это, конечно, страшно. 2004, понял. Нет, это пиздец. 2 года это пиздец. Блин. Какой же кошмар это 2 года. О боже, 2 года. Я просто задумался об этом, и стрёмно становится. Я помню, как где-то примерно полмесяца первого я только вот пришел, ну, со всеми идем в столовку, и я такой стою в очереди в столовой и такой говорю: бля, ребята, вы не задумались, что это очень похоже на тюрьму, типа? И там пиздец народ заугорал. Бля, да. Типа такие, да, есть такое. Пиздец, типа. Жесть полная просто. Так, подали обручальное кольцо. Ну и тут все сказать такое, да? Свадебное кольцо обратно отдал. Хорошо. Да. Че, как год был, Мулан? Доволен? Ну, в плане игры, там прочего и так далее, да, это очень хороший год был. Да и вообще в целом, сказать вот чисто... Ну, да, вполне себе хороший год. Пожил в Таиланде. Стал больше ценить свой родной город. Ну, знаете, это вот прям опыт интересный, когда ты живешь в другой стране. И прям как-то, ну, действительно видишь плюсы и минусы. И ты такой, ну, блядь, да. Мы живем заебись. А ты какую музыку слушаешь? Да всякое вообще. Очень всякое. Так. Яндекс.Музыка. Меня вот Яндекс.Музыка прям очень балует прекрасными треками. Вот из того, что я тебе могу порекомендовать. Сейчас я вспомню. Вот вообще, если вспоминать по каким-то саундтрекам, то саундтреки Need for Speed Underground прям очень сильно во мне вот музыкальный вкус построили, какой-то такой определенный, знаешь. Вот эти вот гоночки охуенная тема. Вот реально, если так вспомнить, подумать, да, ребят, вот Need for Speed Underground и вот подобные игры там с классным саундтреками, прям у которых пак охуенных треков. Вот они, блин, составляют типа какой-то музыкальный вкус у человека, который играет в игры. Соответственно, вот потом как бы типа там Guitar Hero и там прочие другие игры такие тоже прям в тебе воспитывают вот это вот прям меломана такого, блин, вообще.
Я вот жалею, что в молодости не пожил в других странах. 10 лет в Германии, правда, но это мало. Я наоборот знал, что обратно нахуй не надо ехать. Пришел в 2006 году, пошел на мебельный мини-завод работать, там еще 2 года, потом его конкуренты задавили. До 2011 кем только не работал. В РСУ проработал 5 лет, с 2017 по нынешнее время богадельня работа, которая изготавливает боды. Прикольно. Не, это вообще, да, жизнь такая интересная штука, кем ты только не успеешь поработать. Это в натуре. Я работал... Да много где, я вот не стесняюсь говорить об этом вообще. Я был охранником в продуктовом магазине, я был официантом. Потом после армии успел поработать... нет, до армии еще был оператором телефонной связи, там, ну точнее, холодные звонки, типа, знаешь. Не хотите там, типа, космический массаж бесплатно? Типа, компания Дешели вам предлагает, типа, бесплатный массаж у нас в офисе. А там, конечно, после массажа тебе впаривают какую-то хуйню в виде косметики и там прочее. Короче, потом в армии, после армии в полиции работал долгое время, был этим конвоируем. Это очень специфичная работа, это не просто полицейский, это, блядь, ты конвоируешь непосредственно, блядь, преступников всяких раз. Воры, насильники, убийцы, там все нахуй такие. Там много жести слышишь, потому что ты под них непосредственно конвоируешь, когда они сидят в зале суда и там прям в деталях все рассказывают, типа судье, что он там делал и так далее. Это, ну так, жестко. А потом следователем был 1 год, а после этого уже перепрофилировался, ебланил целый год без работы, кстати, или 2, и стал графическим дизайнером. Сейчас вот этим и занимаюсь в течение всего этого времени, долго, уже 5 лет, как примерно, графическим дизайнером. NFS Carbon или NFS Hot Pursuit играл. Ну там тоже треки хорошие. Ну, я понимаю, почему ты не хочешь вернуться, в том плане, что... Ну, не знаю, просто там все окей у тебя. Вот реально, типа, реально все окей. Смысла возвращаться, вот, к примеру, лично в твоем случае реально нет. Да, если у тебя есть там все вот необходимое, когда и страховка, и все остальное, у тебя там все на мази. Ну, просто для этого реально, ну, нужна хорошая работа и много денег. Только в этом случае все окей. А так, ну, вот для такого человека, как я, у которого небольшой доход и не так много денег зашибает, для меня было трудно в Таиланде. То есть у меня был доход от того, что мы квартиру просто сдавали 50 тысяч. И этого было нихуя недостаточно для того, чтобы жить в Таиланде. Так как там еще и потом цены выросли из-за того, что курс ебанутый стал. Ну, именно из-за курса, чисто вот как цены подросли. Чисто вот для нас, скорее всего. Это как-то отразилось. И все. Да. А так, если у тебя все на мази, и компания там все покрывает в плане страховки, там, типа, медицинской там прочее, то все, конечно, прикольно. И дети могут там ходить там в садик, не садик, школа, не школа, то-то, да. Но вот для меня, типа, обычного челикса, тут все есть. Тут реально, блин, такая доступность всего, что просто охереть можно. Я просто сразу, как пришел в Якутск, сразу пошел в больницу, там, вот это вот все и так далее. Я впервые за 1 год увидел докторов и так далее, но это вообще... Я тогда в Таиланде боялся встречать докторов, потому что это были бы огромные деньги платить им. Только за то, чтобы... Ну, наверное, не огромные, но тем не менее, блядь, когда ты живешь здесь в России за счет бесплатных медицинских услуг, медицинской страховки, которая тебе просто по умолчанию выдается за то, что ты живой, просто, так сказать. Ну, типа немного ебануто, блядь, когда ты за простое обследование должен платить там какие-то определенные деньги. Причем там эти определенные деньги
не маленькие. Я перестал алкашку баловаться после паленого коньяка года 3. Я вообще не мог видеть, как человек себе рюмку в рот тянет. Я теперь не пью уже как 9 лет. О, нифига, ловко. У меня из-за них, походу, развилась любовь к хорошей музыке. Цепляющая — это обязательно критерий в выборе песни. Это да. Не, вот реально. Ну, помимо того, что Need for Speed — это игра про гоночки, так это еще и сборник охеренных треков. Собака, ну блин. Но это будет супер неприятно сейчас с ним драться. С этим сраным огнеметчиком. Так, надо огнеметчика сразу вырубать. А, твою мать! А, он уходит. Ну ладно. Догоним тогда. А, вот твою! Понял. А, забыл об этом конечном ударе совсем. Блин, говнюк. Вообще, до свидули. Кварцич на месте. Ладно, пойду я мелко в поликлинику отведу. Удачного стрима. Пающим всех. Спасибо за то, что ты здесь был. Спасибо, Эфрит, за общение. Пока. У меня батя уже года 3 лечит раком в Америке. Сотен тысяч уже улетело, ебать. Все-таки медицина в РФ пока относительно дешево. Это да. Ну, блин, тут, конечно, все как бы вопрос специалистов и так далее. Здесь у нас медицина в каких-то отраслях слабее, чем в других странах и так далее. И из-за этого приходится куда-то слетать в другие страны лечиться. И также все это еще зависит от того, ну, доверяешь ли ты своим докторам, которые находятся непосредственно от, ну, в твоей доступности, так скажем. Это все, конечно, так прям. Такие игры сами по себе медитативные, но если начинается челлендж, ты быстро подрубаешь, такое запоминается. Это да. Нет, а я сейчас так просто прохожу. А поначалу было, ну, сложнее. Конечно, чуть-чуть сложнее. Какие игры в 24 году ждешь? Ну, это прям надо смотреть, что там выходит. Но в данный момент могу сказать, что пока не знаю. Что-то было вроде как интересное. Это прям надо было помнить. А, блин, ребята, я же совсем забыл про дверь с триединым ключом. Сука. Ща, пойдем. Я совсем забыл про эту дверь. Ничего хорошего в 24 году нет, разве что только DLC к Elden Ring. Я вот, например, про Elden Ring вообще не знал. Мне кажется, что 2024 год будет годом инди-игр. Что-то прям, ну, прям острое ощущение этого. Потому как, вот, возможно, многие инди-проекты были заморожены.
Или находились в стадии того, что они просто шлифовались, так сказать. Именно потому, что вот много ААА проектов было от крупных компаний в 2023 году. Возможно, в 2024 резко пойдут анонсы каких-то инди-игр, проектов, которые вот прям возможно будут прям бенгерами, так сказать. Только инди-сектор будет радовать. Да, мне кажется, блин, в 24-м такой высоковариантный. Потому что, ну, я вместо каких-либо там студий, там прочих, ну, которые, вот, так сказать, на энтузиазме делают те или иные игры, которые вот ждут дохода только лишь от выхода своей какой-нибудь первой игры или так далее, то было бы логичным именно вот это вот все. Дождаться, пока отгремят вот эти вот крупные проекты, которые не затмят твою игрушку. И дождаться того времени, когда она будет прям более-менее заметна. Так что, думаю, 24-й год он как раз под это дело пойдет. Очень хорошо. А чё в 6 утра подрубил стрим? А мне-то время другое, у меня же время якутское. Я в Якутске живу. Вот как раз ради бакшот запускал стрим. Амулет черного кота, охотничье облачение чудовищное, лунный камень полный. О, ебать. Испытание даже благородный церковник проклянет Бога. Ну-ка, ну-ка. Хера себе одежда. У меня сейчас 4 часа скоро. Блин, надо будет заканчивать стрим скоро. Надо будет пойти за детьми. Садик! Сегодня короткий день. Снижает урон от падения. Черный кот. Ну, вообще стримить в это время, кажется, не очень хорошо. Народ прям с утра подтягивается. Все рады общению, никто не заебанный. От работы и так далее. Кофеек все попивают, всех прям классно. Разница 5 часов. Ну, если с Москвой, то 6 часов. А ты где живешь? Блин, в Новый год, походу, прям каждый час поднимать бокал в честь Нового года. Да, в Татарстане? О, привет, Татарстан от Иркутска. Блин, кажется, будут зрители еще с Казахстана, Татарстана, еще откуда было-то.
Таиланд. Блин, ну почти каждый час реально придется поднимать бокал. Песня Нового года. Это жестко. Хотя я родился в Пермском крае. It's okay. Да, ХП поднимем. Так вот эта вот локация, она не сказать, что душная, но, блин. Хочется пробежать ее просто. Так. Помнить бы, что тут что где. Хотя нормальная локация совершенно. А, я вспомнил, в чем проблема была. Да, в этих пёздах. Они мне поломку устраивали своим хором. Надо было сразу бить ее. А я что-то... Не знаю, о чем я думал. О чем ты думал? Я там жил около 7 лет, потом переехал в Тобольск. В Тобольске жил 5 лет, а потом полгода в Янау. Сейчас уже где-то год в Татарстане. Да это прикольно. Это же большой плюс. Сколько разных мест. Чисто на опыте. Китай. Охереть, я здесь не был ни разу. Блин. Есть поломки от Белфорда. Защита от поломки, ну как раз. Я ее ни разу не встречал. А, это Аделина. Кто ты? Ты не Мариненко, ты пришел послушать меня? Я больше не могу петь, эта каменная болезнь не отняла мои песни. Цикадки. Он меня обманул, сказал, что здесь убежище. Патриция, мне так жаль. Дать яблоко. О, спасибо, самое сладкое яблоко моей жизни. Я не могу остановить смерть, но мне хватит сил признаться в своих грехах. Выслушаешь ли ты мой последний исповедь? Патриция, я завидовала твоему голосу, если я не могла с ним сравниться, я должна была его сломать. Аделина Кардей должна была получить все. Я знаю, что это неправильно, но все же я люблю тебя. Окей. Вот она, Аделина Кардей. А там в белом была Патриция. Деть можно. Что-то я ни разу сюда не ходил. Удивительно. Да. А ты второго Ведьмака играл? Второго, кстати, ни разу не играл. Первый я очень сильно жестко душился. Было дело. Старался в него играть, но так и не
проходил его до конца. В каком-то моменте я там стопорился очень жестко, я не помню, в каком именно. Вот. Прям какой-то затык у меня там был. В каком-то моменте. Амулет выучки. Нифига, ты прибежал сюда? И девчонок привела. Бля. На. Я прям знал, что надо будет сейчас зарядить пушку, иначе будет больно. Хорошо, что вовремя среагировал на это дерьмо. На 100% прошло. Блин, жестко. Вот. Попробуем как-нибудь. Ведьмачка какие-то. Первого. Третий Ведьмака я проходил много раз. Ну, третий Ведьмак это реально, но... Хорошая игра, да, но... Попса прям. Говорить о том, что ты прошел третий Ведьмака, это, ну... Так. Это как, знаешь, типа, сказать, что ты смотрел «Крепкого орешка». Ну, просто все играли в нее. Все знают. Не впечатляет, так сказать. Так. Я здесь был, кстати. Так что мне туда сходить не надо. А вот первый Ведьмак, это, конечно, момент интересный. Блин, вот до чего доводит западная культура. Марионетка, небинарная марионетка, не знает, как ей быть. Не понимает, как со мной поступить. Второй Ведьмак похож на третий, закономерно и похож как демка. Ну... Ты, наверное, хочешь сказать, что она... Ну, короче... Боевка и там прочее, все вот это вот там... Всякие разные игровые механики доведены до ума только вот... Третьей части, типа, да? Скрытая подсказка, что? А. Блядская рот. Тихо, 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 тихо. Я хотел сказать блядская рота. Ах ты мразь. Да, но и похож в графическом плане. А, да, прям похож. А. Блин, я бабочку упустил же. А, хотя, в принципе, или чё? А, ну, наверное, она появится сейчас, если я тут отдохну и подойду туда.
Так, выдержка. Легион. Вес. Так, стоит, наверное. Нормально. Как-нибудь я это сделаю. Марафон серии Ведьмака. Хотя, блин, я, наверное, буду очень сильно душиться по поводу третьей части, потому что я столько раз прошел. Хотя, с одной стороны, она же столько раз сейчас обновилась в графическом плане и так далее. Возможно, будет интересно. Она была так рада видеть этого небинарного здоровяка. Блять, мне, пожалуйста, не надо. Постой, а я смогу добраться до... Кстати, я тут не был. Во, двери. Блин. Небинарный здоровяк. Хедшот. Так. Да ёп. Моё. На. Всё. Так. Ну что там в сейфе? Сейчас позырим. И похож еще небольшими деталями, например, мозг утопса и луцами утопса один как в один. Ну с ними драться смысла нет. Блин, не убивайте. Нифига нет. Дистанция какая огромная. Контроля. Этих же опасных паучих. Видимо, безгранично. Так, ну что, пошли. Сейчас будем бить короля марионеток. Жесткий. По сути, босс. И посмотрим, насколько он будет жестким в НГ+. Кстати, мне в одном... Ну, вот когда я вот проходил в первый раз, мне за этого короля марионеток 10 тысяч рублей задонатили. Ну, там челлендж был его пройти за 5 попыток, я его с первой попытки прошел. Но до этого челленджа я умирал, наверное, раз 6 или 7. Да. Деньги меня прям замотивировали его уничтожить. Кстати, сейчас же я уже понимаю речь марионеток. Что сейчас он будет говорить, я наконец-то услышу и пойму. При первом прохождении ты не понимаешь речь марионеток. На НГ+ ты уже понимаешь, что они говорят. Ты заново проходишь, что ли? Это новая игра плюс, да? Да, была.
А ты меня приведет? Ага. Хорошо, не беру. Ну все, надо побеждать его с первым. Надо сейчас идти забирать детей из садика. Эх. Отвергли его дружбу. Но все было интересно, когда же ты явишься? Ну, окей. Блин, какой же ты легкий танцор. Ну, тихо, тихо, тихо. Не разбомжаем. Да. Ясно, я тебя понял, короче. Мне придется убить тебя, чтобы остановить все это. Другого пути нет. Охуеть, с первого раза получилось. Может такого на вкус истина собой. Спасибо, Карло. А, он мне по имени называет, смотри. Прикольно. Невероятно, победил короля. Да, я. Наверное, марионетки должны были измениться. Есть только один способ узнать. Заглядаем за кулисы. First try. Круто. Так, наверное, стоит сейчас пойти сюда. Надо бутылочку вина отдать. Бабушке. Или кто? Погоди, что? Погоди, это локация? Почему? Кто-то есть, кто-то... Вспомнил. Адалина же есть. Я совсем забыл про Адалину. Ну-ка, пойдем сбегаем к ней. Еще одна пластинка. Fascination. Помнишь ли ты момент, когда твое сердце впервые пронзилась стрела любви? Момент, когда вы остались вдвоем в целом мире.
Это чудесный волшебный момент, когда все горести были забыты. Восхитительный голос великой звезды Крата. Дар красной актрисы Аделины Кардей. Fascination. Медальон красной актрисы. Охереть, у меня этих медальонов сейчас. И чё это? Ну ты настоятельно решил умереть, да? Жаль. Всех вас туда. Так, окей. Это все довольно-таки любопытно. Тогда сейчас нам нужно... Battle Tracks. И тяжести мы не чувствуем уже, да? Да, нет тяжести. Круто. Теперь смысла качать выдержку нет никакого. С этим у нас все классно. Так, что-то я хотел сделать. You're welcome to. No trouble. If you ever. Чего? А это место я помню, кстати. Окей, интересно. House of Vini, Master Vinovich, the house of... At the house of a... Кинжал метательный. А я не помню, у меня был такой. Возможно, что нет. Ладненько. Я пока с вами буду прощаться. Надо пойти детей забрать с садика. Но чуть позже, вечером, по моему времени, запущу стрим. Скорее всего, ну, спустя 3 часа или 2. Посмотрим. Пока так. В общем, всем спасибо, кто был. Спасибо за общение, ребят. Хорошо провели время. Хороший был стрим. Увидимся сегодня же, через 2-3 часа. Но если же нет, то я напишу об этом в телеграм-канале. Если что, переходите в телегу. Там актуальные анонсы о начале стрима и новости из игрового мира, и все в таком духе. Там все есть, вот это вот, да. Переходите туда, заходите. Все. Я пока на этом закончу. В скором времени, может быть, сегодня или завтра, но постараюсь на этой неделе выпустить видео. Скорее всего, будет короткое, но оно будет, скорее всего, таким интересным в плане именно какой-то конкретной идеи, игры, точнее, и их идей. Как можно было бы это все развить. Ну ладно, все, буду заканчивать.
Всем спасибо. Всем пока.